Терпение людей лопнуло. Протест у стен Кремля после крупнейшей дроновой атаки. Российская ПВО перешла на сторону Украины и ударила по собственному НПЗ. В сети появилось видео, которое россияне хотели бы скрыть. Штурм Крыма, десантная операция уже в ближайшее время. Пути на полуостров перерезаны. Российские чиновники и спецслужбы в панике бегут с оккупированной территории. Будет объявлена эвакуация? Заморозка войны в Украине? Прямо сейчас принимается ключевое решение. Есть проект соглашения. Готовы ли стороны согласиться на новые условия? Один из важнейших оборонных заводов Франции атакован. РФ объявляет войну? Задержан российский агент. Будет ли ответ? Это и многое другое к вечеру 19 июня. Вечер пятницы – время отдыха, но перед этим все самое важное за день. В эфире Нехта, я Степан Путила, а вам спасибо, что вы с нами. Начинаем. Заморозка по линии фронта. США и Украина, по данным The Economist, прямо сейчас обсуждают, как именно остановить войну. Для начала развести бои на 50-70 километров по обе стороны фронта, а потом заключить договор пошире. Звучит обнадеживающе, но иллюзий в Киеве не питают. В Москве, похоже, тянуть будут до октября, чтобы подгадать под промежуточные выборы в США и выторговать что-то у Трампа. А то и до весны, в расчете, что очередная зима ударов по энергетике сломит Украину. Камень преткновения прежний. Кремль требует узаконить захват всего Донбасса и Крыма. Для Киева это неприемлемо. А держится новая надежда на том, о чем мы уже говорили. Сделка по Ирану выбила у Путина нефтяную подпитку войны. Это 5-6 миллиардов долларов в месяц. А Украина впервые за долгое время выглядит не жертвой, а победителем. Сегодня украинская армия фактически является главной армией Европы, способной сдерживать масштабную агрессию долгое время. И слова отнюдь не пустые. На саммите G7 союзники впервые за год дружно пообещали Киеву новое оружие. Британия дает 150 тысяч дронов и 350 ракет почти на $1 миллиард. Германия — системы ПВО, Нидерланды — 500 миллиарда евро. А ярче всего расклад показала оружейная выставка в Париже. На одном экране крутили свежие кадры дыма над Москвой после украинского удара. А в паре шагов стояла новая украинская баллистическая ракета FP-9. Это такая наглядная демонстрация до и после. Еще недавно эта Москва возила по выставкам макеты аналоговнетов и мультики про ракеты. Теперь пожары в ее столице сами стали экспонатом. Терпение у москвичей наконец лопнуло, и они вышли на протест. Вот только не против войны и даже не против Путина, а против Великобритании. После вчерашних прилетов жители столицы гордо вынесли плакаты «Британия – спонсор украинского террора» и «Враги России вон из страны». Вот уж гойда да гойда. Дома горят, а виновата, конечно же, далекая Англия. Ну а виновата-то, как выяснилось, и вовсе сама российская ПВО. На всплывших позже кадрах отчетливо видно, как крышку огромного резервуара московского НПЗ подорвала не украинская, а российская ракета. Панцирь влетел точнёхонько в собственное нефтехранилище. Россия перешла на сторону Украины. Без московской ПВО и движухи бы такой не было. Работайте, братья. А кадры эти, кстати, слили в китайский ТикТок местные рабочие мигранты. Никакие запреты на съемку уже не помогают. И все это вчерашним утром, когда дроны во второй раз за 3 дня подожгли московский НПЗ в каких-то 15 километрах от Кремля. Горело сразу в 5 местах. Смотрите, как дымится Москва. Примерно так теперь общаются министры обороны на международных встречах типа «Рамштайн» в Брюсселе. Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу «Московское утро». У немца аж брови поползли вверх, а ведь только накануне Лавров снисходительно подмечал о новом украинском министре. Но он недавно в должности, ему освоиться надо. Ох, а что же будет, когда освоится? Реакция россиян – отдельный цирк. Чиновники выдали оруэлловский шедевр. Раз дроны долетают до Москвы, значит, ПВО у нас лучшее в мире. Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО, и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нету ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Соловьев же призвал всех готовиться к самопожертвованию. Война – это длинная воля.
не истерить, а проанализировать и быть достойным по ситуации, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А один Z-волонтер на фоне пожаров чуть ли не плача взмолился и обратился к Путину. Летают эти беспилотники, приносят такой урон, соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ, и очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг, мы всем все доказали, мы умный народ, может, как-то поступим иначе, мы вас поддержим. Он против движухи или что? Вообще-то еще Киев брать, а за ним и малую такмачку сразу. Люди негодуют, но ничего не делают, кроме записи видео, разумеется. Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Власти тоже людей поддерживают, записывают видео. Для москвичей выпустили вот памятку на случай атаки дронов. Как вести себя во время воздушной тревоги. Правила, которые спасут жизнь. Вам и вашим близким. И, похоже, война наконец дошла до сознания обывателя. По данным Левады, атаки дронов впервые вышли на первое место среди событий, которые волнуют россиян. Обогнали даже Ближний Восток. Оно и понятно. Одно дело смотреть войну по телевизору, а другое — видеть дым над своим домом. Тут уже паника, но решение есть. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Вот и все. Кстати, еще на саммите G7 Трамп, по словам источников, уверял Макрона, что украинцам не пробить московскую ПВО. Она очень мощная. Но на утро эта самая мощная ПВО собственной ракетой подожгла собственный завод. Пробили, получается, дно. Кстати, в сети сообщают, что противовоздушной обороной в Подмосковье мог руководить так называемый бродячий цирк Ахмат. Давай, давай! Ой, машаллах! Ой, машаллах! Современные проблемы требуют современных решений, и власти Воронежской области уже нашли гениальный способ борьбы с дронами — гасить уличные фонари, чтобы беспилотникам не было ничего видно. Следующий логичный шаг, как пошутили в сети, просто зажмуриться. Беспилотники на радарах только останутся и не прилетят. Ну а вишенка вот какая. Еще недавно весь мир умолял своих граждан бежать из Украины. Теперь точно такие же предупреждения летят уже по Москве. США, Британия, Канада советуют не соваться в РФ, а увидев дрон, прятаться в укрытие. Даже Китай выпустил памятку своим: качайте офлайн-карты, потому что в центре Москвы глушат GPS. А с местными ментами держите ухо востро. Помните, как Кремль злорадствовал, призывая посольство эвакуироваться из Киева? Мол, удары будут. Теперь, глядишь, придется апдейтить заявление. Эвакуироваться уже желательно и из Москвы. Короче говоря, все идет по плану. Вот только отнюдь не потому, что рисовали в Кремле. Пока власти ищут виновных в Лондоне, простые москвичи занялись делом понасущнее. Ринулись штурмовать заправки. После вчерашних ударов по московскому НПЗ в Подмосковье стало в очереди. Бензин расхватывают чуть ли не на каждой АЗС, а кое-кто, не мелочась, закупается сразу тысячами литров про запас. Ребят, смотрите, я в шоке. Москва. Это за бензином все. Очереди, типа. Ценник, разумеется, пополз вверх, где-то литр еще держится у 72 рублей, а где-то уже переваливает за 85, а где-то вообще 0, ну то есть нет. А картина для нефтяной сверхдержавы нервная. Качают нефть на полмира, грозят ею Европе, а сами под Москвой давятся в очередях за бензин. Второго и дизеля нет. Выбираем 95-й наличными и балдеем от цены. На российском телевидении тем временем почти бунт. Пропагандист Карнаухов в эфире Соловьева вдруг перестал верить в победные сводки. Часто люди мне говорят: а вот а что дальше? Да я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать.
Крым, похоже, вот-вот станет островом, и первыми это почуяли те, кто годами клялся, что полуостров в полной безопасности. По данным партизан Атэша, российские чиновники и ФСБшники спешно вывозят семьи, и самое ценное на материке в их разговорах все чаще мелькает дедлайн до 21 июня. Причина в том самом логистическом локдауне, о котором мы говорим не первый день. Украинские дроны методично перебивают все, что ведет на полуостров. На днях накрыли ключевой железнодорожный мост на ветке Керчь-Джанкой, а до того автомобильные мосты у Чонгара. Крым на глазах превращается из военной базы в ловушку. И больше всего оккупанты боятся даже не изоляции, а десанта. Боятся всерьез, роют окопы и ставят пулеметные гнезда прямо на пляжах. И не зря в украинских ВМС прямо подтвердили, что морская пехота уже отрабатывает высадку, а будущий штурм Крымского побережья сравнили с легендарной высадкой союзников в Нормандии, с тем самым пляжем Омаха. Пока простых жителей призывают не паниковать, начальство тихо пакует чемоданы. Как говорится, крысы первыми чувствуют, что с кораблем что-то не так. Горящие бутылки летят в стены завода под покровом ночи, и это уже не Украина, а тихая Франция под Тулузой. Камеры засняли, как неизвестные забрасывают коктейлями Молотова предприятие «Делаир». И лишь чудо спасло его от пожара. Смесь попросту не вспыхнула. А через пару дней у того же завода берут гражданина Беларуси. Он тайно снимал испытания новейшего дрона, и ему уже предъявили обвинение в шпионаже. Тут открывается вся картина. «Делаир» — один из флагманов французской дроновой индустрии, что с начала войны снабжает беспилотниками Украину. Потому и стал мишенью. Контрразведка прямо подозревает, что за поджогом и слежкой стоит Москва. Почерк знакомый. Где есть оружие для Киева, там вскоре появляются и кремлевские поджигатели. Та самая гибридная война, что Россия из-под тишка ведет в Европе, расползается все шире. Теперь полыхнула уже во Франции. Вот это поворот. Главного болтуна Кремля Лаврова публично унизили, завернув прямо на пороге. Политика Europe в самый последний момент сняла с публикации его статью с пафосным заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность». Заезженную пластинку про то, что во всем виноват Запад, НАТО и Майдан. Пришлось пристраивать творение на сайте родного МИДа. Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Но за газетным конфузом правда пострашнее. Ровно в эти дни Лавров грозился ответить за Москву. И Кремль ответил. Не по штабам, а по беззащитным. Этой ночью дрон убил в Павлограде 8-летнюю девочку. В Херсоне ударили по маршрутке, в Черном море по гражданским судам погиб моряк. В Харькове разнесли больше 40 домов. Вот она, дипломатия безопасности по Лаврову. На бумаге статьи о судьбах континента, наяву убитые дети. Жаль только ракеты так просто не завернуть, как болтовню в газете. Ну а на десерт самое милое, что вы сегодня увидите. Знаменитую Бабу-Ягу, тяжелый украинский дрон, что обычно охотится на оккупантов, бойцы ВСУ пустили в дело иначе. Эвакуировали с линии фронта котят. Грозная машина бережно вывезла пушистиков из-под огня. А сегодня, к слову, по одной формуле официально самый счастливый день в году. Теплая погода, самая короткая ночь и предвкушение отпуска. А еще и пятница вдобавок. Или не ощущаете этого? Напишите, может, в комментариях. Берегите себя и близких, отдыхайте и увидимся уже утром.